Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас будем смотреть характеристику мужчины, который идет в вашу жизнь. Человек для отношений. Именно для отношений. Мужчина, который идет в вашу жизнь. Для отношений. Пускай проявят именно того, от которого, который в вашей судьбе все-таки оставит положительный какой-то след. Да, это как минимум. Ну, либо того, который станет вашим будущим, станет вашим супругом. Пускай покажет именно такую судьбу. Что это за человек, который идет в вашу жизнь? Какой он? Так, настроились просто на просмотр видео. Спокойно, расслабленно. Подумайте, вот вы, вот она, я. И подумайте о том, как Вселенная вам дает действительно информацию, такую, которая вам необходима. Вот эта информация сейчас будет заходить к вам на подсознание, на подкорку, чтобы вы понимали в итоге, как поступать в дальнейшем, да, например. Информация будет доставаться из подсознания, поверьте мне, в тот самый нужный момент, когда будет необходим. Итак, что же это за человек, который идет в твою жизнь для серьезных отношений? Так, смотрите, здесь показали женщину, она может быть его матерью, либо могли показать просто разницу между вами какую-то. Что-то между вами есть, какая-то разница. Что это за человек, который идет в вашу жизнь? Давайте поясним этот момент. Что это за мужчина, который идет в вашу жизнь? Это мужчина после развода, который ищет действительно сейчас вторую половинку. Он вас считает женщиной мудрой. Очень интересно для него. Давайте посмотрим, кого это он описал. Мужчина, показали женщину. Знаете что, моя дорогая, я теперь вот все вижу, все как на духу. Смотрите, показывают вас, но показывают вас не то, что там, это показывает ваш жизненный опыт. Это вы внутри такая мудрая, стабильная, интересная, которая прошла очень сложный путь. И сейчас вы как от Вселенной получаете СМС, некое СМС, в котором написано, что ты теперь будешь счастлива, что ты с этой минуты, с этой секунды становишься на ту дорогу любви, которая тебя приведет к твоему, к твоему Богу. Это не мужчина-бог, это твой личный Бог, да, либо как к твоей душе. И Вселенная тебе сейчас делает такой комплимент в виде мужчины, с которым ты идешь за руку как раз по этому пути. По этому пути. Итак, характеристика мужчины. Она такова. Мужчина прошел довольно тоже серьезный свой жизненный путь. Мужчина находится в разводе, да, то есть у него такой переломный период в жизни. Могут показывать человека, который имеет какую-то дистанцию между вашими странами, но довольно приближен к вам. Вот как-то так. Эту карту я кладу назад, да, потому что вы как получили заслуженный дар, и сейчас конкретно пользоваться будете этим. Я не скажу, что этот мужчина какой-то супер-пупер богатый, да, либо еще какой-то. Здесь показали обычного человека пока. Дальше будем смотреть. То есть для вас, по крайней мере, это не так сейчас на первом плане, да, но я вижу, что вы та женщина, которая умеет себя поднять с колен, да, и доставить в ту точку, вот свою пятую точку, да, доставить туда, где необходимо, да, где будет рост, где вы будете развиваться. Вот, то есть мужчина это где-то как-то прочувствовал, наверное. Давайте еще посмотрим, что же это за мужчина. Если он, допустим, сейчас в вашем пространстве как-то общаетесь ли вы с ним, общаетесь ли с этим человеком. Ух ты, вы посмотрите, как ответила Вселенная. Вы общаетесь с этим человеком? Да. Очень громко отвечает Вселенная.
тут есть у кого-то этап, который ведет к бракосочетанию уже в общении. Либо вы каким-то образом скрепили ваши слова друг к другу любви кольцами. Это может помолвка какая-то. Как минимум, вы уже познакомились с этим человеком и увидели какое-то единение душ, да, то есть слова не нужны, нужны только присутствие душ. То есть тут вы знакомы с этим человеком. Давайте еще посмотрим, знакомы вы ли с ним. Ой, как интересно. Ой, у вас в пространстве есть двое мужчин. Один чем-то отличается от другого, возможно, поведением сейчас в этих отношениях. Вот. Есть у вас выбор, минимум два. Это двое человек, на которых вы смотрите как судья на двух отвечающих. Понимаете? Ладно, смотрим дальше. Пускай нам дадут дальше дальнейшую характеристику мужчины. Что же это за мужчина, который идет в вашу жизнь? Если у вас такого периода нет, когда двое мужчин в вашей жизни, да, то есть тут это как сигнификатор того, что это за мужчина. В моменте появления двух мужчин, один из них, то есть двое мужчин за вами ухаживают, да, двое мужчин, вы как-то сходите на встречи, может быть, какое-то развитие отношений идет. Это не просто переписка, нет, это когда имеют место быть встречи. Тут очень громкую карту нам показали только потому, чтобы показать, что это не есть какое-то как платоническое такое, да, общение, когда вы даже еще хуже, да, это просто как одиночество в сети. Нет, это то, когда у вас в жизни проявляются двое мужчин здесь в реале, и эти двое мужчин, ухаживая за вами, по-разному проявляются. Кто-то там исчез, ухаживал и исчез, да, например. Кто-то проявляется и так далее. Кто-то как-то по-разному, например. Как-то по-разному. Есть какое-то отличие. Вы их конкретно не смешиваете в одну кучу. Для одного у вас одна тема, да, для другого другая тема, например. Одному вы одно можете сказать, второму это не скажете точно, но скажете, например, совсем другие вещи. Вот такая вы особа. Давайте смотреть, кто этот мужчина, который именно ваш, судьбоносный, кто он такой. Он выделил вас. А вы женщина, которую он как-то поставил на какой-то пьедестал. Женщину, которую он восхваляет. Он выделил вас. То есть он дал вам об этом знать. Что это за мужчина? Что это за мужчина? Победитель по жизни, по сути. И причем, если вы ему понравитесь, он сразу же заявит вам о том, что давай продолжать, там следующий шаг будет за первой встречей, будет вторая встреча, за второй встречей, третья встреча и так далее, до момента, пока вы не обменяетесь там словами, потом кольцами, потом ваша победа. Потом супружество. Окей. Еще кто этот человек? Кто этот человек? Тут еще таким фоном показывают, знаете, о нем информацию такую, что этот мужчина, он до победного конца сражается за свою вторую половину, за свою любимую, если он понимает, что вы, конечно же, неравнодушны. Он будет до победного конца сражаться, пока не сделает вот этот конкретный шаг, да. Победитель по жизни, говорят. Кто этот мужчина? Как вы его узнаете? Кто этот мужчина? Как вы его узнаете? Как вы его узнаете? Какая-то ситуация здесь идет с подарком, да, то есть тут идет подарок какой-то. Он ловко и хитро может узнавать о вас информацию. Для чего? Для того, чтобы все-таки что-то закрутилось, завертелось. Этот человек может пойти даже на что-то не очень хорошее, как казалось бы, со стороны посмотреть, для того, чтобы заполучить то, что ему необходимо, да, заполучить тот самый заветный документ, например, да, если он хочет на вас жениться, то, скорее всего, документ, о чем тут идет речь, чтобы вы стали его любимой женой. Как вы на этом этапе
Вот когда появляются двое мужчин, да, к нему относитесь. Ваше отношение к нему. Ваше отношение к нему. А вы видите, знаете, какую-то странную болезненную ситуацию. Возможно, вы находитесь в такой ситуации, в очень нестабильной для себя, да, для вашего дальнейшего какого-то роста, шага, да, для дальнейшей жизни, какая-то нестабильная ситуация. То есть в этот момент появляется мужчина, который, как говорит, я решу все твои проблемы. Это помощь с его стороны. Здесь может быть разница в возрасте проигрываться очень сильная. Причем говорят о мужчине моложе, а женщина старше. Это может быть, это вот некоторый процент тут может это услышать. Либо вот мудрость ваша, да, ему настолько зайдет, что он проявит все свои качества. Вот, то есть тут не факт, что именно возраст. Еще ваши отношения на момент того, когда он приглашает вас в супружескую жизнь. Ваши отношения к нему. Чувства какие испытываете? Но он, знаете, как будто бы светлый лучик в темном царстве. Вы его таким видите. Из трудного положения в какие-то в царицы, из какой-то непонятной ситуации в то, что проясняется что-то, понимаете? Вот вы его таким видите. Вы готовы с ним двигаться по жизни. Это ваше, да, вот ощущение. Это очень важно, кстати, да, потому что часто я вижу, девочки расклады делают, да, они не показывают ощущения ваши. А это очень важно для того, чтобы реализация желаний, она была более легкой, простой и постоянной. Понимаете, о чем я говорю? Не нужно описывать человека часто, нужно описывать ваши ощущения рядом с этим человеком, и тогда он появится. Вы можете даже сейчас, девочки мои дорогие, раз уже в теме мы в данной находимся, закрыть глаза, не так, как мы на эту тему гадаем, и представить, что тот самый, вам энергетически подходящий по всем параметрам человек, ваш любимый, подходит к вам, пускай сзади, не знаю, как сбоку, и обнимает вас. Прижимается щекой к щеке, и вы чувствуете, вот что вы чувствуете? Это тот самый родной, с которым вы навсегда. И вы чувствуете, вы четко знаете, вы уверены в том, что он ничего плохого вам никогда не сделает, что этот человек ваш единственный на всю жизнь, и вы у него одна самая единственная, самая любимая женщина на свете. Он сделает для вас все. Горы свернет, чтобы вы были рядышком. Открывай глаза, поехали дальше. Да, ты ощущаешь поддержку и помощь со стороны этого мужчины. Ты как ребенок купаешься в счастье, тебе хорошо. Ты как девочка чувствуешь себя рядышком с мужчиной. И это не отношение папика и какой-то, как вот называют, да. Здесь что-то другое. Ты просто понимаешь, что этот мужчина готов заботиться о тебе. Очень приятное отношение, кстати, да, когда мужчина вот как не просто нянчится с тобой, да, вот как с ребенком ути-пуси, но нет, он делает для тебя все, как будто бы ты, ну, чтобы освободить тебя от лишних затрат энергетических, понимаешь? Но не требует, а требует что-то взамен, интересно. Лишь вежливого отношения как бы к себе, ну, такое. Требует ли что-то взамен. Он сам по себе довольно стойкая такая личность, которая готова дать, да, то есть он себя показывает. Он не требует взамен, но требует сейчас, не требует взамен какого-то подчинения, нет. Он, вот что требует взамен? Человек, который как при службе, понимаете, он готов брать ответственность прежде всего на себя, но главное, чтобы об него не вытирали ноги, понимаете?
Должное к себе отношение. Вот, должное к себе отношение. Дом. Человек будет обеспеченный все-таки. Вот эту ситуацию он у вас уберет. Смотрите, тут какая-то ситуация может быть связана, когда у кого-то, девочки, может отыграться такой момент, когда у вас реально будет проблема просто с домом, да, с проживанием, с жильем. Он может эту ситуацию решить. Встречи тут идут. Встречи любовные во планы. Вы будете себя просто чувствовать как девочка. Вот реально. Которой не надо ни о чем думать. Просто ни о чем. Так, что за ситуацию нам показывают? Вот смотрите, при любых каких-то ваших нерадостях в жизни, да, он захочет вам помочь. И эта помощь будет очень мудрой, очень нужной в данный момент. То есть на ваше я бы не сказала безресурсное состояние, на вашу какую-то беду у этого человека будет находиться ответ в виде действия какого-то, да, то есть у него будет прежде всего план для того, как это развить, прежде всего мудрый какой-то совет, а потом давай, говорит, вместе подумаем, как это сделать. Он мечтает о вас. Человек, который, еще так фоном идет информация, человек, который вам, как видите, выигрыш по судьбе, который настолько вами увлечен, да, что готов для вас многое делать. Вот готов. Он без вас чувствует себя тоже каким-то безресурсным. Вы взаимодополняете друг друга. Выход на общую дорогу любви нам показали не сразу, но здесь, в конце расклада, нам показали, что это как твой выигрыш. 3 семерочки ты выигрываешь, наконец-то, да. Это твоя дорога любви. Выпадают эти 3 семерки, открывается нужная дверь, и ты видишь вот этот сад, где ты с ним, влюбленные, в прекрасных отношениях с этим человеком. И на дне колоды выходит колесо. Выходит фортуна. Фортуна сама собой, большая фортуна в твоей жизни. Ну что ж, пускай эти отношения будут самыми прекрасными. Пускай то, что ты задумала, пускай свершится. Просто научиться доверять себе, своей душе, и спросить, чего она хочет ощущать. Люби себя. Спасибо вам, мои дорогие, за такую чудесную энергетику. Благодарю вас за все, лайки и комментарии. Безмерно благодарна за то, как вы финансово вкладываетесь в мою работу. Сейчас я половину средств даю на нужды ЗСУ и вижу в этом большой-большой смысл. Я уверена, что победа будет скорой. Все будет замечательно, хорошо. Спасибо тех, кто поддерживает меня и поддерживает нашу страну в этом. Благодарю. Если ты будешь видеть это видео через 10 лет, когда у нас будет все прекрасно, это будет замечательно. Но, значит, это осталось в истории, вот именно эти слова. И мой канал, там, где я смотрю на судьбу Украины, будет переделан, возможно, по что-то другое. В описании к видео есть все ссылочки, переходи, пожалуйста, смотри, какие еще каналы могут тебе принести пользу от меня. За то, что ты вкладываешься сюда, пускай тебе Вселенная дает в разы больше. А так и будет. Всего доброго. Пока-пока.